Всем привет! Это Полиглот Антипод, канал о языках вообще и фонетике в частности. В этот раз я расскажу о моих планах для новых видео. Пишите в комментариях, какие темы вам интересны. А еще жмите на колокольчик, подписывайтесь на Telegram, вступайте в наше сообщество ВКонтакте и поддерживайте канал на Патреоне. Ссылки под видео. Я изучаю иностранные языки уже больше 10 лет и просто обожаю общаться с их носителями. Я завел этот канал, чтобы делиться своими знаниями. Я уверен, что добиваться качественного произношения – это важно, а для этого нужна не только практика, но и теория. Поэтому главная тема моего канала – это фонетика и фонология всех языков, с которыми я хорошо знаком. Большая часть моей коллекции – это индоевропейские языки. Это большая пятерка романских языков – португальский, испанский, французский, итальянский, румынский. Затем германские языки – английский, немецкий, нидерландский, шведский. Славянские языки – русский, украинский, польский. Особняком стоит греческий язык. Перемещаемся в Азию – индоиранская ветвь, язык хинди. И, наконец, два неиндоевропейских языка в моей коллекции – это китайский и финский. Было бы заманчиво сделать по отдельному видео про каждый звук в каждом из этих языков, но тогда за деревьями можно не увидеть леса. Поэтому я начал серию видео, где каждый рассказывает о всех гласных в каком-то одном языке. В русском мы различаем всего 5 или 6 гласных фонем, а вот в таких популярных для изучения языках, как английский, немецкий или французский, их больше десятка. И если рассмотреть каждый набор таких гласных, становится понятнее, как носители отличают их друг от друга и как это вообще правильно произносить. Пишите в комментариях, какие языки вам интересны, чтобы я знал, какие видео делать пораньше. Согласные по своей природе более разнообразные звуки, чем гласные. Если, например, сделать ролик про все согласные в английском языке, то в нем будет слишком много информации. Ну или о многом придется умолчать. А еще такие ролики будут сильно перекрываться между разными языками. Поэтому я планирую сделать ролики о группах похожих согласных и разобрать, как они ведут себя в разных языках. Здесь будут такие темы. Корональные согласные, такие как та, та, та. Это буквально акцент на кончике языка, и по нему легко вычислить англичанина, русского, итальянца или индийца. Носовые согласные, такие как ма, на. В латинском алфавите для них всего 2 буквы, а звуков они могут обозначать гораздо больше, так что ждите сюрпризов. Ротические согласные. Грубо говоря, это те, которые обозначаются буквой R в разных языках. Это очень богатая и неоднородная группа согласных. Можно сравнить русский, американский и французский звуки. Ра, ра, ра. Очень любопытно будет разобрать экзотические согласные, которые образуются без помощи легких. Это щелчки, имплазивы и абруптивы. Мы узнаем побольше о звуке поцелуя, выучим несколько новых согласных при помощи стакана воды, а главное, познакомимся с языками, которые пользуются такими звуками. И если за щелчками придется ехать в Африку, то за абруптивами можно съездить в Лондон. Есть такой увлекательный спорт – угадать, откуда родом человек по его произношению. Первая игра – это послушать, как носитель говорит на своем родном языке и угадать его страну или регион. Здесь хорошо играть с такими языками, на которых говорят в разных странах. Поэтому нам подойдут английский, французский, испанский, португальский, а еще немецкий, нидерландский и шведский. Вторая игра – это распознать иностранный акцент в английском и угадать, какой же язык у этого человека родной. Это любимая игра моего парикмахера. Кстати, меня он принял за шведа. Пишите под видео, как вы сами распознаете акценты не-нейтивов в английском языке. Еще одна серия видео – это акценты знаменитостей. У меня уже вышел ролик о том, как Вигго Мортенсен разговаривает на испанском языке и как подражать его аргентинскому произношению. Я планирую разобрать акценты Илона Маска, Хью Джекмана и блистательного Хью Лори, который сыграл и английского аристократа Вустера, и американца доктора Хауса. Заодно проверим, насколько хорошо у него вышел американский акцент. А еще мы сравним 2 футболистов Роналду – португальца и бразильца. Оставляйте комментарии, чей акцент вы хотели бы разобрать. Ну а для любителей хардкора я задумал ролики по акустической фонетике. Мы вооружимся обыкновенным компьютером с хорошим микрофоном и программой Pratt и займемся анализом речи. Мы поймем, чем же на физическом уровне различаются разные звуки и как именно их слышит наше ухо.
Мы научимся измерять гласные не хуже профессора Хиггинса и будем строить диаграммы гласных для собственного голоса. Чтобы вы не устали от фонетики, я хочу развлечь вас рассказами о знаменитых полиглотах. Пишите, если хотите узнать побольше о Като Ломб, Луке Лампариелло или о ком-нибудь еще. И, конечно же, изучайте фонетику.